Облачная обсерватория как проект была задумана в июне, когда мои выпускники сдавали экзамены, а я, ожидая их, читал этюды об Эйзенштейне Наума Эхилевича Клеймана. Время текло неспешно, и я каждые выходные, а то и чаще, ходил на место, которое давным-давно назвал облачной обсерваторией, делал несколько кадров и формулировал у костра разбросанные во времени мысли. Фотография приучила меня видеть детали в жизни, потом размышлять над ними, приводя кадр к увиденному, а потом искать слова. Смена освещения – это мимика природы, и хочется читать в ней смены ее настроения, смены ее отношения ко мне и моего к ней. Смена цветов на лугу подобна легким изменениям одежды. К чему они? Погода изменилась или новые планы зреют? И время идет. Время уже ускоряется. Я прошел по Суре, вспомнил, как это много 5 минут и как это мало 2 недели. Прошел и вернулся в облачную обсерваторию с новым знанием. Я понял там, преодолевая пространство, что реки были моими первыми обсерваториями, а эта домашняя отличается лишь тем, что через нее текут время и ветер. О ветре я напишу, наверное, но не сейчас. Сейчас я подбираюсь к теме времени. Очень актуальная тема. Потом я прошел по Пинниге, и сразу началась осень, и помчалось время трудов и сует. Я ходил в обсерваторию, но откладывал снимки. Некогда. Этот рассмотрел внимательно. Слева импрессионизм, справа реализм, а в центре выхваченные солнцем провода перечеркнули пейзаж. Пускай остаются. Потом я купил билеты в Питер и заглянул попрощаться. Шел дождь. Не помню, о чем думал у костра, но помню, что разводил его долго. В юности я влюбился в Ленинград. Там я учился думать. Там я увидел небо, неповторимое небо, которое до меня сумел увидеть только Сомов. Почти там, в Ленинградской области, собирая картошку в совхозе, увидел освещенные кроны деревьев на фоне туч и до сих пор не могу сделать эту фотографию. Там юный поэт сказал мне: «Камни лучше людей». Много позже во Львове я понял, что камни воспитывают людей. Тогда городской пейзаж формировался гранитом, оштукатуренным кирпичом и небом. Сейчас он искажается бетоном и пластиком, и я все реже ищу его объективом. Варшавянин Михал открыл нам свой город, проведя по нему старыми парками. Парки возродились после войны. И памятник Шопену, слушающему ветер, стоит в парке Лозенки, хотя нацисты сделали все, чтобы уничтожить его навеки. Михал, когда мы встретимся с тобой в моем Питере, моего Ленинграда уже нет, а Санкт-Петербург, того я не застал, а этот не мой. Когда мы встретимся с тобой в моем Питере, я приведу тебя в польский сад. Он чересчур ухоженный, но ведь он и был таким, наверное, при жизни Державина, который поучал императрицу, стремился к величию и грезил жизнью деревенской. Конечно, будет дождь, но мы с тобой походники, и дождя на переходе не боимся. Мы подойдем поближе к беседке и увидим на колючих ветках яркие ягоды кизила, похожие на капли крови, омытые слезами. И мы пойдем в Введенский сад. Там туристов не бывает, и он остался почти ленинградским. Городские власти занимаются красавцем Витебским вокзалом, что через дорогу. Даже поставили памятник ушедшим оттуда на Великую войну. Многие из ушедших полегли в Польше, и вы бережете их могилы. Но мы к тому памятнику не пойдем, хоть он мне и нравится.
Видишь гранитный квадрат на краю газона? Это памятник всем павшим. А с Витебского вокзала мы поедем в Павловский парк. Не вдвоем поедем, а как у Висбора, всех друзей мы соберем. И споем в электричке «Осенние дожди». И текст обсудим в электричке. В парке я бы не говорил. Я был здесь в свое первое студенчество один, потом с мамой. Недавно дивной золотой осенью приезжал с Таней, а в этом году снова бродил один. Этот парк необъятен, как страна, неисчерпаем, как всякий шедевр, и как таю другой утомителен. Здесь лондонский шотландец Чарльз Камерон заразил украинского еврея красотой русского пейзажа, и зараза не выветрилась до сих пор. В этом году прочитал в парке очень важный для меня текст. Во время Великой Отечественной значительная часть парка была вырублена. Молодая поросль усугубила искажение шедевра. А потом люди, чьи имена в тексте не упоминаются, десятилетиями воссоздавали чудо. И небо, Сомовское, Ленинградское, Петербургское, чтобы не стерлась его уникальность, кто-то должен растить деревья и вырубать ненужную поросль. Как ни жестоко звучит последнее. Я снова не смог обойти весь парк. Ушел, переполнившись впечатлениями тогда, и останавливаюсь, не дойдя до конца отснятого сейчас. Невозможно объять шедевр. Нужно возвращаться. И я вернулся в Питер. И в последний свой питерский день поехал в Екатерингов. Это парк и условный остров, обведенный речушками. Это место покоя. А когда-то было шумно. Где-то здесь молодой Петр с Меньшиковым побил шведов, потом отобрал у Алексашки немку Катерину, а потом подарил островок императрице Екатерине I. А потом я вернулся домой, прошел через суету первой рабочей недели, сфотографировал в обсерватории призрачно-прозрачную чеховскую осень и понял, что время течет через нее, но никуда из нее не уходит. И что славно было бы, друзья, приехать прямо из Павловска в наш лес, и кто-то развел бы костер, а я варил бы джезву за джезвой, пока не напьется даже Кристина, которая может пить крепчайший кофе кружками.